Цветы, о которых пойдет речь, просто поражают своей яркостью и разнообразием окрасок, неприхотливостью к условиям выращивания, универсальностью и невероятно долгим периодом цветения. Если вы относитесь к категории начинающих или занятых цветоводов, которые стремятся украсить свою территорию на весь сезон, обратите внимание на растение под названием антиринум. Многие его больше знают как львиный зев. Цветоводы всего мира полюбили антиринум за его красоту и простоту в уходе, а также за экстремально долгое и красочное цветение. При несложном уходе львиный зев будет радовать вас весь теплый сезон до прихода устойчивых осенних холодов. В разных уголках мира эти цветы называют по-своему. Кто-то их необычный вид сравнивает с раскрытой пастью льва, другие видят в них силуэт собаки, а в странах Востока антиринум именуют кусающим драконом. На сегодняшний день выведено много красивых сортов, отличающихся высотой и окраской. Есть даже растения с многоцветной расцветкой. Особо эффектным считается махровый антиринум. Красоту этих цветов часто сравнивают с махровыми розами. Нежные кружевные лепестки, их плотное расположение и красочная окраска делают эти растения одними из самых востребованных в декоративном садоводстве. Кроме всего, соцветия львиного зева приятно пахнут. И что интересно, каждый сорт имеет свой нежный, ненавязчивый аромат. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим мнением и опытом выращивания антиринума. Я, как всегда, буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы к вам приходило уведомление о выходе новых видео. Стоит отметить, что антиринум очень красив в букетах и достаточно долго стоит в срезке. Его соцветия продолжают раскрывать свои бутоны до 2 недель. Особо эффектное сочетание его пышных удлиненных соцветий с другими декоративными растениями. Интересно, что цветы львиного зева используют для приготовления лечебных настоек и отваров, а также тоников по уходу за проблемной кожей. Антиринум многие привыкли выращивать как однолетник, но по своей природе эта культура достаточно холодостойкая. В садах с мягким климатом может успешно зимовать и красиво цвести даже на 2-й год. Это растение также способно давать свой самосев. Более того, осенью можно собрать кустики в прохладное помещение с температурой 15 градусов, где антиринум станет цвести даже зимой. В открытом грунте львиный зев выдерживает заморозки до -5 градусов, поэтому цветет он вплоть по октябрь. Эти универсальные цветы можно выращивать где угодно. Единственное, что высаживать их лучше на солнце или в небольшом притенении. Они будут красиво смотреться в монопосадке в компании с другими культурами. Низкорослые сорта львиного зева выращивают на переднем плане цветников и в качестве цветочного бордюра, а более высокие можно высадить у изгороди или с их помощью создать красивый яркий фон. Среди антиринума есть даже ампельные сорта, которые эффектно выглядят в высоких вазонах и в подвесных кашпо. Высадив пару растений в объемный вазон, у вас получится настоящий роскошный букет из ярких цветов, которыми можно украсить придомовую зону, террасу или балкон. На одно растение средних размеров потребуется объем земли не менее 2 литров. Имейте в виду, что кустики львиного зева могут быть высотой от 15 см до 1 метра. Очень удобные в выращивании карликовые махровые гибриды, которые отличились своей красотой, устойчивостью к ветрам, жаре и повышенной влажности. Их высота не превышает 25-30 см, при ширине кроны 20-25 см. Такие растения очень эффектно выглядят большими группами на переднем плане клумб, бордюрной и контейнерной посадки. При плотном выращивании из махровых низкорослых антиринумов можно вырастить настоящий цветочный ковер. Это растение не требовательное к почвам, но для обильного цветения все же лучше использовать рыхлый, удобренный грунт с реакцией около 6-7 pH. При выращивании в горшках на дно необходимо уложить слой дренажа, а субстрат заправить минеральными удобрениями и питательной землей. Также не стоит эти цветы выращивать в тенистых местах. При покупке семян обращайте внимание на высоту растений. Учитывайте эти показатели при посадке рассады на постоянное место. В садах с мягким климатом семена можно высевать уже в апреле прямиком в открытый грунт или под зиму. Посев на рассаду проводят с конца февраля по начало апреля.
Садоводам северных регионов с посевами можно не спешить. Семена львиного зева мелкие, поэтому в грунт их не заглубляют и ничем не присыпают. Чтобы они хорошо прилегали к земле, после посева их сбрызгивают из пульверизатора теплой водой. Всходы прорастают при освещении и температуре от 20 до 25 градусов, примерно через 10-14 дней. Будьте аккуратны с поливами, так как антиринум очень чувствителен к переувлажнению. Когда отрастут 3-4 настоящих листочка, рассаду пикируют и переставляют в более прохладные светлые условия с температурой около 18 градусов. Подросшие растения прищипывают, но ампельным и карликовым сортам эта процедура не нужна. Молодые растения высаживают в открытый грунт, когда устоится теплая погода, без ночных заморозков. До этого времени рассаду можно закалить, периодически выставляя ее на открытый воздух. Цвести львиный зев начинает уже на 12-14 неделе от посева семян. Чтобы стимулировать растения к непрерывному цветению, отцветшие соцветия удаляют. Нельзя допускать завязывания семян. К тому же, начиная со стадии бутонизации, кустики подкармливают суперфосфатом и сульфатом калия. Антиринум также размножают методом черенкования. Выращенные вегетативным путем растения, как правило, зацветают раньше сеянцев. К тому же маточные кустики львиного зева легко сохранить, собрав их на зимовку в прохладное помещение. Эти уникальные по своей красоте, продолжительности цветения и неприхотливости цветы можно выращивать не только в открытом грунте, но и в контейнерах. С их помощью у вас получится украсить не только свой сад, но и зону отдыха, террасу или балкон. Антиринум станет радовать вас своими роскошными ароматными цветами весь сезон, до самых устойчивых морозов. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, и до новых встреч на нашем канале.